Да, будет. Здесь это нереально. Так, мы приступаем к монтажу канализации. И перво-наперво нам нужен септик. Мы уже обсудили, что нам нужен септик объемом 4 куба. Соответственно, делаем септик мы из еврокубов. И, собственно, 4 еврокуба я уже сюда привез, притащил и поставил. Вот так они у нас выглядят. В один септик умещается 1 куб отходов, соответственно, нам нужно 4 таких куба. Обычно септик полностью закапывают под землю, но у нас нет такой задачи. Во-первых, потому что у нас есть хороший уклон. В любом случае все строения будут выше, чем будут находиться наши кубы. Это первое. Второе, мы находимся в горной местности, сюда мы не привезем никакой экскаватор, трактор копать. И все это вручную выкопать очень много камня. Физически сложно, и зачем, если все равно сток у нас будет организован. Ну и третье, у нас нет проблем с сильными морозами, мы все-таки находимся в тропической зоне. Холодно бывает, но стоки у нас не замерзнут. Мы их немножко утеплим потом снаружи, но смысла опять же закапывать, тратить какие-то нереальные силы на то, чтобы их закопать полностью, нету. Задача просто углубить где-то на 1/3, на половину глубины, чтобы они мощно, плотно стояли и чтобы все это хорошо стекало. Что, погнали? Лопата и кирка и вперед. Короче, это вот такой вот камень. Я не смог шевельнуть, я думал, вообще скала. Достать такого отсюда не знаю. Как-то так. С той стороны он практически ровень будет, с этой стороны будет так. Так, друзья, в итоге за день копальных работ, у меня ушло 2 дня, по полдня. Вчера я копал где-то с 2 часов дня, и сегодня с утра еще пару часиков покопал. Наши бачки установлены на место. Получилось, с этой стороны такое ощущение, что они как будто вообще не закопаны, просто выровнены площадки. Один бачок закопан. Почему? Потому что, когда начал копать, во-первых, ожидаемо начали встречаться на большей глубине большие камни размера с пол меня, и я их с трудом выковыривал вообще. Мы уже говорили, у нас деревья рядом, и тоже это ожидаемо было, но я думал, что большие корни будут чуть глубже. Вот, то есть при углублении больше, чем на 20 сантиметров, начинают встречаться большие корни от деревьев. Их, конечно, можно перерубить, но это бессмысленно, потому что дерево их снова пустит и портит нам весь септик. Поэтому вся задача по установке бачков была сведена к тому, чтобы просто их выровнять площадки и поставить более-менее ровно. И за счет уклона, видите, у нас один бачок сильнее утоплен в землю, потом они идут как раз с расстоянием, чтобы удобно было их связать. То есть в дальнейшем нам их нужно будет обвязать. Вот здесь будет выходить вот с этой стороны сток и сюда стекать. Дальше из этого бачка вот здесь будет выходить сток, сюда стекать и так далее. Таким образом, из каждого бачка стоки будут перетекать один из другого бачка, и в каждом стоке будет становиться все чище и чище. То есть в каждом бачке отходы будут становиться все чище и чище. И после 4-го бачка, как раз таки вот после этого, они будут готовы к тому, чтобы пройти уже фильтрационное поле. Значит, фильтрационное поле, если делать фильтрующее сооружение в виде фильтрационного поля, оно занимает много места. Как видите, у нас здесь его внизу не так много, и это лес, это очень сложно, эти копальные работы. Дальше существует фильтрационный колодец, это нужно копать вглубь. Это тоже здесь это нереально, тем более, что у нас поверхностные воды очень близко. И в таких случаях, когда мало места, близко вода снизу грунтовая, эффективнее всего сделать фильтрующий тоннель. То есть это сооружение сверху земли над землей, которая будет стоять на определенном количестве гравия и песка, который, собственно, будет выполнять роль фильтра. И вот здесь, вот на вот этих вот пнях,
Вот на вот этом всем нам сейчас нужно сделать такую стеночку, чтобы можно было отсыпать как раз таки наш фильтр и сверху разместить наш фильтрующий туннель. Главное не бояться. Септик из еврокубов. Погнали. Лопата отлетела, короче, даже не понял как, копал лопатой, и ручка отлетела мне прямо в бровь. Походу отек будет конкретно, потому что так вот надуется вот тут. Так, друзья, что мы сделали? Значит, выкопали яму. Глубже копать яму мы не можем, потому что дальше начнется уже выходы воды. Мы не можем опускаться ниже глубины оврага, возле которого мы строим, собственно, наше очистное сооружение. Поэтому мы выкопали яму, отгородили ее сейчас каменным бортиком. Дальше будет бортик сделан деревянный, где мы сможем поднять свой фильтр. Эта труба уложена дренажная, обычная дренажная труба, то есть она вся перфорированная, вся в дырочку и обернута геотекстилем для того, чтобы эти дырочки, собственно, не забивались. Эта труба никак не связана с нашим септиком. То есть это труба для того, чтобы по ней стекала та жидкость, которая прошла уже через фильтр. То есть ни в коем случае она не должна быть напрямую соединена с септиком. То есть дренажная труба, сейчас мы ее засыпаем гравием, поднимаем стеночки, засыпаем еще гравием, примерно чтобы было полметра у нас гравий и песок немножко. Дальше мы ставим здесь фильтрационные туннели, и в эти туннели уже поступает вода после септика, то есть она уже считается на 60-70% очищенная, где-то там пишется до 80% очистка. Ну то есть у нас 4 секции, в 4 секциях очень хорошая должна быть очистка уже после септика. После септика она попадает в фильтрационный туннель, из туннеля она просачивается через гравий, который является, собственно, фильтром естественным. И потом уже после фильтра только она попадает в нашу дренажную трубу, и уже она считается чистой, ее уже можно там использовать для полива, либо просто пускать самотеком в естественные овраги, естественные ручьи. Наш колодец-фильтр почти готов. Внизу дренажка лежит, чуть осыпана уже гравия. Сделали стенку из деревяшек. Деревяшки еле-еле я крепил, лишь бы они держались. Они прижмутся с этой стороны грунтом и гравием. А с той стороны они, естественно, там камушками подпет. И сюда начинаем засыпку гравия. То есть, собственно, сейчас мы сыпем то, что у нас есть фильтр. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу по краям, там где у нас к стенкам нашим, насыпать естественного грунта, потому что он менее проницаемый, чтобы туда она не хотела просачиваться. В ту сторону нам нужно, чтобы она вниз просачивалась, поэтому к краям мы его засыпем грунтом натуральным. Наше фильтрующее сооружение почти готово. Гравий рассыпан. Халявный керамзит закончился, теперь надо ехать за еще сантиметров 30 надо обычного гравия за деньги. Итого за 1,5 дня работы я извозюкался как свинья, разбил себе бровь, но у нас стоят ящики уже на своем месте, жду своего подключения. В принципе, там не сложно, подключение не сложно, в следующий раз приеду, буду показывать. Фильтрующее сооружение готово наполовину, самое сложное сделали. Мы выставили уровень, сделали стенку, подкопали снизу, уложили дренажную трубу и даже половину засыпали. Нужно еще мешков 10-15 гравия и нужно фильтрующий колодец привести. Не колодец, а фильтрующий туннель. Фильтрующие туннели нужно привести, сделать. У меня есть мысли, как их сделать из подручных материалов. Вот так это смотрится снаружи. Вот, собственно, наш септик на 4 куба. И сразу за ним фильтрующее сооружение. И будет дальше стекать все это. Главное не бояться.
Сегодня делаем фильтрующий туннель. История пока что про то, как жадность помогла лени. Лень год никак не могла выкинуть старый бойлер. Мимо шла жадность и искала, из чего бы сделать фильтрующий туннель. Увидела печальную лень, и они обе обрадовались, потому что жадность победила, и лени ничего не нужно было делать. А история это про то, что у нас есть старый бойлер. Один фильтрующий туннель стоит порядка 7-8 рублей с доставкой к нам сюда, в Сочи. Как он устроен? Это некая полубочка, снизу у нее нет дна, и она еще вся в дырках. В чем суть? При залповом стоке воды из септика уже почти очищенные стоки поступают в этот туннель, и потом постепенно, там где у нее нету нижнего дна, они начинают стекать вниз по гравию. Таким образом, фильтрующая площадь у него достаточно высокая, и на маленькой площади можно сделать эффективное фильтрующее сооружение. А я посмотрел, думаю, надо купить, классно, быстро, четко, понятно. Потом жадность говорит, это просто тупо полубочка, тупо с кучей дырок, надо из чего-то ее сделать. И, соответственно, я вспомнил, собственно, про бойлер, и сейчас мы сделаем из одного целого бойлера 2 небольших фильтрующих туннеля. Погнали! Я примерил наши фильтрационные туннели, все подходит. Как они работают? Вода сюда поступает, наполняется туннель, здесь гравий. Гравий она впитывается, проходит через толщу гравия и фильтруется. Все очень просто. Нам осталось, чтобы вода не только здесь сочилась, но те, которые продаются пластиковые, у них еще дырочки по бокам. Мы сейчас тут тоже несколько дырочек сделаем, чтобы она еще по бокам. Итак, сегодня делаем септик. 4 еврокуба сегодня мы должны превратить в нормально работающий септик. Вот так у нас выглядят кубы. Сейчас это просто 4 герметичных емкости, стоящих рядом друг с другом. Что нам нужно сделать? Вот так у нас будет отсюда подходить канализация. Вот я уже прорезал 2 дырки. Это дырка для стока. Воды будут поступать сюда и стекать вниз. Это дырка для вентиляции. Потом соединим, покажу. Дальше у нас 4 емкости. Из емкости в емкость должна перетекать жидкость и очищаясь постепенно. Я запланировал так, чтобы у меня в один угол входит, с другого угла отсюда выходит. Отсюда выходит, входит сюда. То есть с этого угла выходит отсюда, входит сюда, здесь сюда. И здесь уже отсюда будет входить вниз фильтрующее сооружение. Вот, то есть таким образом мне нужно все 4 штуки соединить. Как это сделать? Примерно вот так. Вот сюда будет... Свалился. Она будет стоять вот таким образом. Сюда жидкость будет втекать, перетекать и спускаться вниз. Почему нельзя сделать просто какой-то прямой переток, просто вышла труба и спустилась вниз? Потому что жидкость должна, на самом деле, поверхность жидкости будет вот так. Здесь на поверхности будут плавать всякие там, в общем, нечистоты. А нам нужно, чтобы уже более очищенная жидкость поступала снизу, то есть не с поверхности, а где-то, с верхней трети этого отстойного перетекала и спускалась, опять же, не на поверхность, расплескивая там, а вглубь. Таким образом, это считается по правилам сантехников наиболее правильная схема. То есть вот так нам нужно ее установить. Примерно вот так она будет выглядеть внутри бачка. Так, что мы делаем? Разделяем нашу конструкцию на 2 части. Эта часть у нас должна быть вот здесь, и тут должна быть дырка. Здесь у нас надета резинка. Такая резинка, она используется для перехода, по-моему, на чугун. Называется манжета 124 на 110. Вот так она выглядит. Она у нас будет вот здесь. Для того, чтобы просверлить дырку под нее, нам нужна вот такая коронка. Что мы делаем? Сверим дырку здесь, сверим дырку здесь. Все это сюда запихиваем, ставим и герметизируем. В принципе, все. Все очень просто. Поехали. Наша труба. Дурак. Короче, я забыл. Чтобы вот эта вся история протекала здесь будет образовываться воздушная пробка. И чтобы она протекала, здесь нужно насверлить дырок, чтобы, заходя сюда, воздух мог отсюда выходить. Если бы я сейчас так сделал, у нас бы здесь так вот заклинилось воздушная пробка, и все, вообще бы ни хрена ничего не протекало бы.
Вовремя вспомнил. Нам нужно свердло. Такая шняга получилась. Туда будем ходить в воздух. Очень часто на схемах можно увидеть, вместо вот этой истории ставится тройник. Вот так ставится тройник и типа через него воздух. Почему мы не стали делать так тройник? Потому что на тройник нужно место, тогда нам пришлось опускать отверстие гораздо ниже, чтобы тройник туда просто банально поместился. И у нас кубы, ну, в них бы хранилось меньше воды, меньше жидкости. Соответственно, мы бы уменьшили просто объем нашего септика, а зачем нам это нужно? Поэтому вместо тройника мы делаем вот такую штуку, которая работает так же, как тройник. Еще одна история, которую я решил добавить. Эта фигня у нас вверх ногами висит. Она вроде плотно стоит, но ну как-то мне хочется, когда вверх ногами что-то его прикрутить, поэтому я решил ее прикрутить. Все, теперь это точно не выпадет, это точно будет пропускать воздух, резинка будет герметизировать. Натягиваем резинку максимально и запихиваем туда. Главное ее туда и не уронить. У меня здесь сделана меточка, показывающая, где сейчас труба. Труба сейчас наклонена вот так. Чтобы точно попасть сюда в дырку, нужно одеть угол и померить. Маленький лайфхак, если хочешь, ну, нужно временно одеть, снять, чтобы не муздыкаться, нужно резинку вытащить, там можно быстренько одеть. Вставляем резиночку на место. Теперь, чтобы одеть резиночку сюда легче было, у меня есть тут капелька маслица обычного, любого. Я налил смазка для цепи, промазываем, чтобы легче ставилось. Опытные сантехники говорят, слюни лучше всего делать это. Но у меня нет столько слюней, поэтому я, видимо, неопытный сантехник. Может быть, силиконом мы потом вот здесь промажем вот эти места и вот эти места. Вот здесь силикон будет в тему, а внутрь трубы силикон точно не нужен. Здесь перелив, то есть мы ближе к тому углу, поэтому здесь мы делаем перелив ближе к этому углу. Смазываем маслом. Вентиляционный зонд, вытяжка, это чтоб не капало. Обычная пластмасска. Отсюда будет все запахи тянуть наверх. И погнали наверх туда. Паша сейчас сказал бы safety first. Безопасность прежде всего. Паша, я честно хотел взять с собой обвязку и веревку. Но забыл. Вон вентиляционный стояк. Там зонтик сверху, чтоб не капало. Над землей 6 метров. Теоретически я вообще предполагал 9 метров сделать, еще трешку поставить выше, потому что у нас лес и тяги может не быть хорошей. Вот, но для этого нужно взять альпинистскую веревку и залазить туда выше уже со страховкой. Пока сделаем 6 метров, посмотрим. Если вдруг будет чувствоваться отсюда запах, то поставить 3 метра никогда не поздно и никаких проблем нету при наличии альпинистской веревки. Нам очень повезло, такая веточка удобная. Мне прям кайф монтировать. Safety first. Безопасность превыше всего. Поэтому в детстве мы активно учились лазить по деревьям. Страхуйтесь. А вон наш септик. Вот отсюда у нас будет приходить, сейчас эту трубу мы закопаем, сверху будет приходить сток канализационный. По трубе стоки попадают в септик, вот это вход стоков. Дальше сделано в каждом кубе по диагонали сделано, чтобы стоки туда опускаются и по диагонали вытекают. Отсюда вытекает в этот септик. Отсюда вот он сток сюда и отсюда сюда.
И отсюда, это у нас 4-й бак, и отсюда вытекает уже наш фильтрационный туннель. Здесь у нас заложено 2 полуцилиндра и сделана вентиляция. А теперь обязательно, вентиляция должна быть обязательно, это прям самое важное. Значит, в обратном порядке вот отсюда идет приток воздуха, опускается вниз в фильтрационный туннель, проходит потом по той же трубе, и дальше здесь для вентиляции сделана отдельно вентиляционная труба сюда, вниз, сюда, сюда и пошла наверх. Вот этот выход наверх можно, в принципе, не делать, если сделан хороший выход наверх, там, где будет дом, фановый стояк. И поскольку у нас довольно далеко от септика до домов, я решил поднять здесь стояк, и там, где дом, будет тоже. Хуже не будет от того, что дополнительная вентиляция сделана. Примерно вот так выглядит наш септик.